Привет, дорогие фрилансеры! Знакома ли вам ситуация, когда вы отозвались на 5, 10, 20 работ, но так и не получили ответа от клиентов? В своем сообщении вы так долго старались показать себя во всей красе, прописывая все свои достижения, регалии, сертификаты, курсы, но почему-то это не работает. Что же не так, думаете вы? Почему ваши заявки остаются без ответа? Сегодня речь пойдет о том, как эффективно откликаться на вакансии на фрилансе. Мы рассмотрим пример проекта на международной англоязычной фриланс-платформе Upwork. Но мои рекомендации будут вполне релевантны и для проектов с других фриланс-бирж. Поэтому, если, к примеру, вы фрилансите на русскоязычной бирже, вам тоже это видео будет полезно. А если вы хотите узнать подробнее, как ваши коллеги делают то же самое, что и вы, но на международном рынке, зарабатывая при этом немного, а то и много больше вас, тогда проверьте, если вы подписаны на мой канал, и самое главное, если вы уже посмотрели все без исключения видео в этом плейлисте. Все, что вам нужно делать, это следовать четким инструкциям, которые я даю на своем канале совершенно бесплатно, а также задавать вопросы в комментариях. Помните, что в первую очередь, задавая вопросы, вы помогаете себе, а также другим зрителям, которые, вероятно, также задавались тем же вопросом, но почему-то так его еще и не написали. А еще ваши вопросы помогают мне понять лучше, с какими проблемами сталкиваетесь вы и в каких вопросах необходимо внести больше ясности. Поэтому чем больше вопросов, тем лучше. Итак, приступим к теме нашей беседы. Как построить свое самое первое сообщение клиенту таким образом, чтобы оно точно не оставило его равнодушным, и он захотел с вами работать. Ключевые понятия, с которыми нам сперва нужно разобраться, это резюме, CV и сопроводительное письмо, cover letter. Какая между ними разница и когда что использовать? Забегая наперед, скажу, что на фрилансе мы не пишем никакие CV, если только нас об этом прямо не попросил клиент. И частая ошибка начинающего фрилансера именно в том, что они не понимают, насколько важно знать разницу между этими двумя понятиями. Начнем с резюме. Что это такое и почему оно не работает на фрилансе? Как говорит Википедия, резюме содержит информацию о навыках, опыте работы, образовании, достижениях, доступных рекомендациях и другую информацию. То есть это своего рода краткое, но содержательное описание вас как профессионала. Такой формат используется в корпоративном мире, но он неэффективен на фрилансе. С понятием сопроводительного письма русскоязычная Википедия не особо справилась, поэтому я обратилась сразу к оригиналу на английском. Мы видим, что cover letter иначе называется мотивационным письмом. Это письмо, в котором вы описываете свой мотив, почему вы заинтересованы в этом проекте. И описать вы его должны таким образом, чтобы в конечном итоге замотивировать вашего потенциального клиента предпринять конкретные действия в отношении вас. Или ответить вам на сообщение, пригласить на собеседование или сразу предложить сотрудничество. Таким образом, если резюме рисует в целом и общем картину о вас как о профессионале, то цель мотивационного письма – показать, как именно вы могли бы помочь клиенту с конкретной задачей в указанные сроки. Ведь именно за этим пришел клиент на фриланс-биржу – решить свою проблему, а не за тем, чтобы читать сотни эссе-биографий ему совершенно неизвестных судеб. Да и при том, роль CV на Upwork играет весь ваш профиль, куда клиент обязательно заглянет, если вы его заинтересуете своим мотивационным письмом. Ваше сообщение должно быть компактным, но очень содержательным. Четко по теме и ничего лишнего.
Поставьте себя на место заказчика. Если, к примеру, вам нужны услуги переводчика, будет ли вам интересно знать, какой университет закончил переводчик, сколько еще других дополнительных языков он знает, а также где работал раньше? Я думаю, что все, что вас действительно будет интересовать, так это то, если человек готов вам помочь, способен выполнить вашу задачу в определенные сроки и за договоренную цену. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Берем любой проект с Upwork и составляем cover letter. В данном случае в качестве примера я разберу Zero Accountant проект, но все мои шаги будут приемлемы для любых других сфер деятельности. Я разобью свое письмо на разделы, и каждый из вас сможет применить эту структуру в своих ответах. В конце этого видео вы получите готовое письмо, которое вам необходимо будет подправить под себя и под каждый отдельный проект. Поэтому запасайтесь блокнотами и ручками, мы начинаем. И самое главное, потом не забудьте применить все услышанное на практике. Первый шаг, который, казалось бы, очевиден, но многие просто пропускают его и не относятся к нему серьезно, это внимательно прочитать вакансию, выделить ключевые требования клиента и убедиться, что вы обладаете нужным набором навыков. Если заказчик включил что-то в описании работы, значит для него это важно. И значит, если вы покажете в своем ответе именно то, что важно заказчику, тогда ваши шансы быть избранным существенно возрастут. В нашем примере выделяем следующие требования. Это senior-специалист, не новичок, владеющий программой Zero и сертификатом CPA. Я убедилась, что да, действительно, я соответствую всем этим критериям, понимаю, что я подхожу под их требования и могу справиться с задачей. Поэтому сейчас моя цель донести это до клиента. Начинаем ответ, конечно же, с приветствия и в идеале обращение к клиенту по имени. Если вы получили интервью invitation, приглашение на собеседование, тогда имя берем с его сообщения. В противном случае ищем имя среди отзывов прошлых клиентов. Это, конечно, может не всегда работать, так как не во всех отзывах присутствуют имена, но в нашем конкретном случае мы его нашли. Прежде чем приступить непосредственно к составлению письма, хочу, чтобы вы посмотрели глазами заказчика на ваши заявки. Для этого я сейчас переключусь на профиль одного из своих клиентов, к которому имею доступ, и покажу, как выглядит интерфейс с их стороны. Итак, мы сейчас находимся в клиентском профиле, и у вас есть возможность побыть по ту сторону экрана. Давайте разберем вот эту работу, которую опубликовал мой клиент по составлению дизайна PowerPoint презентаций. Он получил заявки от 20 фрилансеров, и мы видим одно из первых, что видит о вас заказчик, это ваше имя, фотография, рейтинг, часовая ставка, title и первые 1-2 предложения cover letter. Это приблизительно 250 символов, я специально проверяла. Заметьте, описание вашего профиля ему не видно, пока он не заинтересуется вашим cover letter и не захочет узнать о вас больше. То есть ваша задача сделать так, чтобы первые 250 символов вашего первого сообщения были максимально привлекательными, и клиент захотел кликнуть на него и прочитать всю вашу заявку. Поэтому не тратьте место на ненужные вещи, как, к примеру, мы видим здесь делали другие фрилансеры, такие как ваше местоположение, полное имя, опыт, который не имеет непосредственного отношения к проекту заказчика. Вместо этого сразу приступайте к делу. Покажите, что вы ознакомились с описанием работы, у вас есть требуемые навыки, и если есть любые другие идеи по проекту, предложите их заказчику сразу. Показателем будет ответ фрилансера, которого нанял в итоге мой клиент. Она написала, что ознакомилась с задачей, что у нее есть необходимый опыт, и подчеркнула, что она предпочитает современный и незатейливый дизайн. И если мы с вами вернемся к описанию нашего клиента,
мы увидим, что он хотел именно минималистический стиль. Это как раз то, о чем я говорила ранее. Используйте в своем письме ключевые моменты из самой вакансии. Вернемся к нашему примеру. Я написала, что прочла описание, работала в прошлом над аналогичными проектами и перечислила ключевые требования, которые я выделяла чуть ранее. Это знание Zero, сертификат CPA и степень Senior. Все то, что было указано в описании работы. Заметьте, я указала о наличии сертификата и образования, так как заказчик сам это упомянул в своей работе, а значит для него это важно. Переходим к следующему разделу. Здесь нам нужно показать свой профессионализм и наличие твердых навыков, необходимых заказчику. Приведите примеры похожих ваших прошлых работ, используя ключевые слова из Job Post, и при возможности дайте ссылку на портфолио в Upwork или непосредственно сам проект. В нашем примере клиент указал такие скиллы, как Accounting, Reconciliation, Payroll, Payment Preparation, и я это все напишу в своем ответе, только немного изменю формулировку. Важно заметить, что я не просто так перечисляю все скиллы в своем ответе, я действительно ими владею. И даже могу этот список продолжить. Но так как я помню о правиле оставаться лаконичным, максимальный акцент делаю только на том, что важно клиенту. Следующий раздел – это ответ на вопрос, что вас выделяет среди остальных. Почему среди всех фрилансеров, подавших заявки, заказчик должен выбрать именно вас? Здесь уместно вспомнить ваши достижения и регалии, прямо относящиеся к делу, такие как, к примеру, количество прошлых заказов, рейтинг на платформе, отзывы прошлых клиентов или можно образование, если вы только-только в начале карьерного пути. Этот раздел поможет клиенту узнать о вас немножко больше, чем просто сухой перечень ваших хардскиллов. В качестве примера про себя могу написать, что я топ-рейтед плюс фрилансер, у меня исключительно 5-звездочные отзывы и долгосрочные контракты, а также то, что я веду блог, посвященный фрилансу, и помогаю другим профессионалам освоить площадку Upwork. Благодаря этому описанию клиент понимает, что помимо наличия у меня твердых навыков, у меня также проработаны мягкие навыки. Повторюсь, включите в этот раздел все то, что вас выделяет среди остальных. И нет, такого быть не может, что вы такая же, как и все. Дайте себе время, подумайте хорошенько и при необходимости воспользуйтесь помощью тех, кто вас хорошо знает. Подойдите к этому вопросу с неким драйвом и напишите все самое интересное о себе. Еще один важный вопрос, на который вы должны ответить, это что получит заказчик, если наймет вас. Опять же, одним, максимум 2 предложениями помогите понять клиенту, почему нанять вас для него будет лучшим решением. В зависимости от сферы вашей деятельности, расскажите ему, что сделаете вы и что в результате получит клиент. К примеру, если вы маркетолог, скажите, что вы настроите рекламу так, что приведет к стремительному росту клиентов. Если вы дизайнер, скажите, что создадите сайт вашему клиенту так, что он будет выглядеть профессиональнее и сможет увеличить свои продажи. Все то, что в итоге приведет клиента к явному получению выгоды от сотрудничества с вами, и что его инвестиции в вас как специалиста будут оправданы. Посмотрите, как это сделала я. Я написала, что со мной его финансы будут структурированы и организованы, что поможет ему в принятии правильных управленческих решений и неминуемо приведет к росту прибыли компании. Следующую фразу я начала добавлять в свои cover letter относительно недавно, но как только я начала, я заметила, что процент ответа от клиентов значительно вырос. Поэтому делюсь с вами и настоятельно рекомендую включать ее в ваши заявки. Эта фраза – призыв к действию заказчика. Я прошу его назначить время для нашего первого с ним вводного созвона. Тем самым я сообщаю клиенту, каких именно действий я от него ожидаю, и еще раз подчеркиваю свою заинтересованность в проекте. О важности видеозвонка я уже говорила в одном из своих прошлых видео, ссылочку на него оставлю здесь.
А сейчас хочу вас призвать не пренебрегать этим действием, и вы сами увидите, какой положительный это получит отклик у ваших потенциальных клиентов. Ну и напоследок я прощаюсь с фразой «С нетерпением жду вашего ответа, с уважением и имя». Можно также поблагодарить за время, потраченное на прочтение вашего сообщения, или другой подобной фразой, подходящей под стиль делового общения. Итак, подведем итог. Структура вашего cover letter будет состоять из следующих 7 разделов. Приветствие, цепляющая вводная фраза на 250 символов, примеры похожих работ, что вас выделяет среди других, что получит заказчик, призыв к действию и заключение. Как видите, наше сообщение получилось компактным, но содержательным, без лишней воды и строго по делу. Вы можете для удобства сохранить себе структуру этого письма и всегда ею пользоваться, каждый раз подправляя содержание в зависимости от описания проекта. Вы также можете добавлять свои новые разделы, которые считаете уместными. К примеру, иногда я добавляю раздел с уточняющими вопросами, если у меня такие возникают. Главное помнить, что сообщение должно оставаться кратким, лаконичным и строго в рамках проекта. Ну что, сейчас у вас на руках находится мощный инструмент. Это структурированный и проверенный на деле шаблон продающего cover letter. Все, что вам нужно сделать, это применить полученные знания на практике. Я надеюсь, что видео вам было полезно и вы узнали для себя что-то новое. Если это так, и вы хотите, чтобы я и дальше делала для вас подобные видеоинструкции, то не жалейте лайков и комментариев. А также поделитесь этим видео с теми, кому оно тоже может быть полезно. Включайте колокольчики, чтобы не пропускать уведомления о новых видео на канале. Спасибо большое за просмотр и до новых скорых встреч!